Лера Солнцева. Я ленюсь ходить на пленеры. То холодно, то жарко, то мухи, то комары, то ветер, то песок. Много некомфортностей. А дома хорошо, тепло, и мухи не кусают. И яблоки есть, и цветы. Но нет людей, друзей, которые рядом пишут. А это важный момент. Хотя я не знаю, может быть, у Леры в доме все пишут, тогда да. Хорошо, когда пленэр – это встреча с художниками, с друзьями, и вместе все работают, это очень классно. Есть какая-то эссенция места, где мы пишем, и дух команды. Ближайший мой класс пройдет в Армении в начале апреля. Осталось совсем немного, вы можете еще присоединиться, одно место еще есть, ну или два. Друзья, я набираю группу на мастер-класс в Армении с 4 по 10 апреля. Будем заниматься живописью в красивейших местах. Будут экскурсии в музей Параджанова, к Мартиросу Сарьяну. Ну и главное – живопись. Весной, в период цветения, это большая удача. Приглашаю вас. Информация о классе выложена на моем сайте. Сера. 134. На каком холсте лучше писать? Холст на картоне или на подрамнике? На мой взгляд, никакой разницы, в какую тарелку положить, например, плов. В синюю, прозрачную или белую. Ну, есть, конечно. Вот в прозрачную я бы не хотел. Но я намекаю на плов. Если он вкусный, можно хоть на виноградные листочки положить. Вместе с листочками уплетешь. Так и здесь. Ну, никакой разницы. Холст на картоне или на подрамнике, или просто картонка. Сера. Пробуйте 134. Писать на всех 134 наименованиях холстов. Вы сами определите, на каком вам лучше. Холст на картоне всегда связан с тяжестью. Если вы едете, например, куда-то на пленэр, вот представьте, вам нужно там 30 картонок этих привезти. Это уже, я не знаю сколько там, 10 килограмм лишних. Поэтому я придумал кассетник легкий, на который наклею просто холстики, без всяких подрамников. А дома, если надо, я натяну. Или наклею их уже вот на как раз на ДВП или на пенокартон. Это в случае того, чтобы выставить работу или она продается, тогда наклею. А так они у меня стопочкой все лежат и не занимают много места. Обязательно ли покрывать картину лаком, когда она уже готова? Ну, реставратор советует покрывать где-то через полгода для лучшей сохранности. Но я не покрываю лаком. Мне очень приятно, когда цвет работает, когда она матовая живопись. Мне это очень нравится. User KG. Учусь на худграфе в педагогическом. Тут хорошие дальше слова в мой адрес. Спасибо большое. Очень интересен ваш подход к подбору колорита и оттенков. Как вам удается достичь такой атмосферы в работах? Ну, приезжайте как-нибудь на класс. Это надо посмотреть, мне кажется, увидеть. Я пишу с подробными объяснениями на классе. Откуда и какой мазок берется, что происходит на холсте, вы видите. Ну, в видеоуроках то же самое. Я вижу цвет, замешиваю, кладу. Вижу в сравнении другой, кладу. И так получается. Это все связано с видением. Чем мы и занимаемся на классах. Ну и в школе тоже. Заходите, посмотрите. Сейчас новый урок вышел. Цветы в пейзаже. Хочу вас проинформировать об этом уроке. Посмотрите минутную рекламу о нем. Друзья, вам доступен 54-й урок «Цветы в пейзаже». Урок теоретический. Я разбираю 88 своих работ. Причем мотив, фотомотива и фотоработы. На мой взгляд, это самое действенное обучение, когда вы видите, что получается из мотива, на который вы смотрите. Как трансформируется в сознании художника видимая реальность и как создается новая реальность. Вы увидите, как сочиняется композиция. Я надеюсь, что этот урок будет очень полезен тем, кто любит писать цветы в пейзаже. Нужно построить структуру мотива, в котором вы видите цветы. Это не так просто, но возможно.
54 урок. Цветы в пейзаже. User WS, подскажите, такие палитры подойдут для других треног? Или они рассчитаны только для Gino Art? То, что я делал под Gino Art. Другие мне вот не знакомы. Само крепление к треноге непонятно. Ну, что ж тут понимать. Два вот этих самых ушка, и они же толщину имеют. Вешаешь их на палит, на треногу, и все, бум, она держится. Арестант Славик, а вы на шпагат не садитесь? Не сажусь. И кувырок вперед и назад не делаете. Не в обиду, только в обиду. Да какую ж тут обиду? Кувырок делаю, а на шпагат не сажусь. Ну, нету ростяшки. Друзья, напомню, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Это очень нужно каналу. Нужно же как-то его продвигать с вашей помощью только. Комментируйте и вопросы задавайте. Линаски 8. Агинский написал только одно произведение, и при этом он не был композитором. А Достоевский? Учиться, конечно, нужно. Нужен наставник. Академия не обязательно, если вам не нужна официальная зарплата преподавателя. Диплом, конечно, трудоустраивает и дает привилегии, но и среди дипломированных полно неучей. Совершенно с вами согласен. Да вспомните Федора Васильева. Он поменял миры в 23 года. От чехотки, по-моему. Ну, это был такой талант. Достиг всего сам. Наверное, как и Агинский и Достоевского. Поэтому я 100 раз говорю, что научить невозможно. Вы должны научиться. Если есть желание, вы научитесь всему. Моя задача только подтолкнуть в нужный момент, дать пендаля и показать, где ошибка. Ну, что происходит на живых классах? Ну, в уроках вы видите все и так. Посмотрели урок, что-то тут, завертелось, вдохновение взыгралось, пишите. Ну, присылайте мне на консультации работы. Дальше-то вы сами организуете свой учебный процесс. Художник учится всю жизнь, это всем давно понятно. В этом и есть источник вдохновения. Ты постоянно ставишь перед собой новые задачи и пытаешься их решить. Это высшая, наивысшая математика. Причем решить новым способом, которым ты еще не решал. В этом вся прелесть. Ну, а дипломированных неучей, вы говорите, полно. Да, именно так. Наша задача отличать, что человек сделал. Вот Агинский написал, до сих пор полонезом радуемся, и еще на бесконечные поколения эта музыка будет звучать. В этом смысле автор не умирает, произведение его живет. Я предлагаю планку ставить высоко. Ну, когда вы выбираете учителя или хотите купить работу, сравнивайте эту работу со столпами, с великими. И если человек красиво трындит, но ничего делать не может, то зачем к нему вообще идти и смотреть его работы? Вообще зачем? Чему он может научить, если он сам ничего не умеет? Все очень просто. Только оставлял автомат,
Ай, Буча. Привет. Пару лет назад я записал ролик 399 «Развитие вкуса цвета». Предлагаю его посмотреть. В конце этого видео будет ссылка.